Так вот торжественно начинается матч. Все куплеты гимна Российской Федерации прозвучали. На ваших экранах турнирная таблица женской суперлиги. Предварительный этап, группа А. Если кто забыл, у нас 12 команд в чемпионате, разбитых на 2 шестерки. И, собственно, совсем немного осталось до завершения предварительного этапа. По 3 матча каждая из команд первой шестерки должна будет провести. А далее начнется серия плей-офф. Состав гандбольного клуба Ростов-Дон на ваших экранах. Успеете прочитать фамилии, пробежаться по именам и номерам здорово. Нет, обязательно объявим его по ходу нашей трансляции. Майя Петрова сказала, что очень хотелось бы окунуться поскорее вновь в атмосферу гандбола и гандбольных новостей. Так вот, новости есть и хорошие. В Ростовской области отменены QR-коды при посещении не только спортивных мероприятий, но и, собственно, всех любых других объектов. Поэтому на гандбол теперь можно ходить, как в старые добрые времена. Билет, хорошее настроение, заряд положительных эмоций, ну и маска. Ну и масочку, да. Маска вперед, и можно поддерживать Ростов-Дон. Кстати, билеты есть еще в свободной продаже. И в целом, кому интересно среди зрителей интернет и телетрансляции билетная политика, собственно, на матч с Кубанью билеты стоят от 250 до 1500 рублей. Пока зрителей не так много, потому что день будний, вечер, как раз только что завершился, собственно, рабочий день. У многих наверняка постепенно трибуны Дворца спорта будут заполняться. Никита Голуб, тренер гандбольного клуба Кубань. Рядом с ним, наверняка обратили внимание, Павел Сукасян, легендарный человек, тренер вратарей Кубани. Ну и Ростов-Дон и лидеры команды. Вот Виктория Железкая, это капитан, кстати сказать, Кубани нынешней. Недавно она отметила свой день рождения. Поздравляем ее с прошедшим. И, пользуясь случаем, еще и Милану Даженову, потому что, как выяснилось, день рождения у Виктории Железкой и Миланы Даженовой были в один день. Да, все верно. И также у Виктории Железкай есть сестра-близняшка, у которой, соответственно, тоже в этот же день Яна Железкай. Ну да, если вы это понятно, что день рождения Виктории, то у Яны тоже. И Яну тоже поздравляем. И всех замечательных барышень, девушек, девочек, пока есть еще возможность короткая, с прошедшим Международным женским днем, с 8 марта. И всем приятного постпраздничного послевкусия. Начинается игра. Ростов-Дон с мячом. Ну и давайте о составах. С хозяев начнем. Номер 1 Галина Габисова. Номер 2 Мелания Пичугина. Номер 6 Юлия Моногарова. Номер 8 Анна Сень. Номер 11 Анастасия Лагина. Номер 15 Екатерина Левша. Номер 17 Владлена Бобровникова. Номер 22 Александра Смирнова. Номер 24 Алина Решетникова. Номер 25 Ярослава Фролова. Номер 28 Виктория Калинина. Номер 37 Евгения Пуляева. Номер 51 Милана Даженова. Номер 63 Кристина Кожакарь. Номер 76 Екатерина Зеленкова. И номер 88 Полина Кузнецова. Тренер гандбольного клуба Ростов-Дон Томаш Хловатый. Исполняющий обязанности помогают ему Татьяна Березняк и Александр Бурмистров. Почти что уложился в первую минуту и почти успел до гола Ростов-Дона. Да, Саша, верно, ты все успел. Вот. И сейчас хотела сказать, что для меня было неожиданно, что в начале игры мы видим, ну, как я сейчас думаю, на проблемной позиции линейного, да, потому что знаем то, что Ксения Макеева у нас в ожидании. И мы все болельщики в ожидании того, когда же можно будет Ксению Макееву поздравить с грандиозным событием. Да, дальше вот опять же хотела сказать про линейных, что девочки-легионеры покинули команду, да, ну, в связи со всей ситуацией в мире, в политике. Вот, и поэтому я ожидала, например, сейчас увидеть Анну Сень на позиции линейного, но нет, мы сейчас увидели Кристину Кожакарь, но хочу сказать, что она тоже там себя неплохо чувствует. Я еще помню, когда она играла в Астрахани, она тоже на этой позиции частенько появлялась. Ну и Кристина Кожакарь часто в комбинациях Ростов-Дона выполняла роль игрока, который входит вторым в линию. И это, собственно, такая была частая практика, которую использовал Петр Йоханссон и команда в целом. Да, все верно. Такой Кубань, подняты руки арбитров. И, собственно, после того, как атака Кубани завершится, назовем целиком заявку краснодарской команды на этот матч. Кто-то приехал в Ростов-на-Дону для того, чтобы биться здесь с вице-чемпионками России в Ростовском дворце спорта. Сейчас уже подбросок подобный, да, там поднятых рук было. Кстати, с 1 июля вступят в силу новые гандбольные правила, одним из пунктов которых станет количество передач после поднятых рук арбитров, и их можно будет делать всего 4, не 6. То есть увидели руки и, собственно, 4 паса бросаем.
блок нам попал мяч, и состав Кубани прямо сейчас объявляем. Номер 7 Диана Голуб, номер 8 Яна Савинова, номер 10 Ксения Трухина, номер 14 Валерия Сапкала, номер 16 Вероника Чепула, номер 18 София Пензева, номер 20 Виктория Женискайте, капитан команды, номер 24 Анна Ефимкина, номер 33 Милана Рзаева, номер 40 Анастасия Шафман, номер 63 Екатерина Бобина, номер 66 Екатерина Дроздова, номер 87 Мария Гафонова, номер 88 Ирина Михайлюта, номер 93 Анна Богдашева, номер 97 Виолетта Голец. Возглавляет команду сейчас на скамейке Никита Голуб, как раз на ваших экранах. А счет тем временем 1-1. Кубань первым заброшенным мячом в этом матче отметилась. И снова в атаке расставляются игроки с задней линии. Ростов-Дон традиционные 6-0 в обороне. В центре защищаются Сень и Бобровникова. И казалось, что парировала бросок Виктория Калинина. Показалось, что отразила она его ногой, но нет. Мяч влетает в ворота. Екатерина Бобина забрасывает еще один мяч Кубани в ворота Ростов-Дона. Да, вот под ногой у Вики Калининой проскочил мяч и выводит Кубань вперед. 1-2 на 5-й минуте. В центре разыграли традиционно игроки Ростов-Дона после пропущенного мяча мяч. Собственно, ввели его в игру, да, и еще одно новшество. Круг диаметром 4 метра, в котором нужно будет разыгрывать мяч после, собственно, пропущенного гола. Все это начнет действовать с 1 июля. Владлена Бобровникова на Ярославу Фролову. И снова Бобровникова с мячом. И в блок попадает там здорово Желинская. Это Виктория парировала бросок. А здесь Виктория Калинина на высоте. Не убежала, смотрите, как далеко. Даже обогнув беговую дорожку, участник суперзабега там пыхтит и потеет в ожидании наградной футболки кого-то из игроков Ростов-Дона. Вот здесь, да, классный сейв Желинскайте, который стал началом контратаки, да, быстрого отрыва. Блок, конечно же, да, поправляют меня. И убежала, здорово убегала Трухина Ксения. Трухина, да, в том эпизоде, но Виктория Калинина была немножко, молодцом. так скажем, поленилась. Она Поленилась в чем? бросала сходу, то есть, ну, как говорят, да, то есть, если ты бросаешь по воротам, нужно выпрыгнуть, увидеть вратаря, сделать паузу и потом уже бросить. Но здесь она немножко так... Но зато Владлена Бобровникова здорово атакует по центру, да, и совсем не ленится бросать. И обыграла, да, и хорошо бросила. Влада молодец. Но, наверное, когда вы видели заявку гандбольного клуба Ростов-Дон на этот матч на экранах или слушали перечисления игроков, которые сегодня бьются с Кубанью, обратили внимание, что нет ряда фамилий, нет легионеров вообще никого. И если о том, что Пер Юхансон официально команду покинул, уже объявлено, стало известно накануне, то по легионерам пока нет никакой окончательной, сформулированной и заявленной информации. Все легионеры есть в заявке команды Ростов-Дон на сайте ФГР. Все они есть на сайте гандбольного клуба Ростов-Дон. Ну а как будут развиваться события, посмотрим и узнаем, собственно, когда что-то окончательно прояснится. Тут наверняка всех об этом известит. А сейчас нас ожидают ближайшие игры после этой игры. Это 15 числа мы играем на выезде с ЦСКА. Важнейший матч, да. Да. Дальше, Саша. Дальше с Ладой. Дальше с Ладой. И на этом заканчивается предварительный этап чемпионата России. Собственно, далее начнется серия плей-офф. Все самое интересное. Ну и будет еще впереди в апреле нас ждет финал 4 Кубка России, который пройдет в Краснодаре, куда, собственно, благополучно в финал 4 Кубань пробилась, подала заявку. ФГР эту заявку рассмотрел и утвердил. Впервые финал 4 Кубка России будет проходить в кубанской столице. Где Ростов-Дон с Кубанью, соответственно, может встретиться, будет зависеть все от жеребьевки. Жеребьевка состоится 15 марта в 12:00 по московскому времени. Можно будет смотреть ее в прямом эфире на сайте Федерации гандбола России. Так что, друзья, сезон еще не окончен. Вот. Есть еще много-много интересных игр. И вот призываем вас. Да, конечно, да. Ну и у нас чемпионат в самом разгаре, да. И обидно, досадно, но нет Лиги Чемпионов. Так, к сожалению. Нужно наслаждаться российским гандболом, который у нас остается. Нас никто не отнимает и не отнимет. И здесь действительно есть на что посмотреть. Ну
Владлена Бобровникова снова по центру атакует и снова точно бросает. Да, сейчас был бросок издалека. Ее исполнение. Сейчас желтую карточку еще покажет Яся. Так и есть, да. Желтая карточка Ярославе Фроловой. И есть одно упущение, такое, наверное, заметное, но скажу о нем после того, как будет исполнен 7-метровый. Диана Голуб подходит к отметке, собирается бросать против нее. Обратите внимание, Анастасия Лагина поменяла на Викторию Калинину, которая начинала матч в старте, и забрасывает Голуб 7 метров. 3-4 впереди команд. Арбитров встречи мы не представили. Роман Алексашин, Николай Волочков обслуживает эту встречу на площадке. Собственно, от дальновидности и зоркости этих молодых людей много сегодня будет зависеть. Ну и от скорости принятия решений, конечно же, тоже. 3-4 Кубань впереди, а позади уже 9 минут игрового времени, тайма первого. Здесь девчонки сыграли короткую. Сейчас на коротке пас Влада отдала обратно Мане. И стреляет, как в штангу попадает Анна Сень. Да, было долгое продолжение атаки. Девчонки не спешили. Но, к сожалению, для Ростова это была только штанга. Вероника Чипова заново вводит мяч в игру, и Кубань собирается атаковать позиционно. Вот как раз как Татьяна Игоревна Березняк подсказывает и руководит действиями команды в том числе. Томаш Ловатый на ногах. И снова Голуб и бросает как по перекладине, да, прокатился мяч. Каждый раз, когда Диана Голуб бросает, у меня, по крайней мере, простите, возникает диссонанс, когда человек с правой рукой бросает с правого края. Ну и причем у нее результативность очень хорошая, да. Наверное, одна из лучших в нашем чемпионате. И это человек, который играет, как ты говоришь, с правой рукой на правом углу. 10-й гол в чемпионате Дианы Голуб, как нам подсказывает редактор трансляции Лев Клинов. Атакует Кубань. Дроздова в розыгрыше. Мария Гафонова. Передача на Бобину, которую так подтолкнули. Желтая карточка. Владлен, не увидела я. Да, кажется, Владлен Бобровниковой. Прихватила она, да, придержала. Да, и... Я думала, это Анна сделала. Но нет. Ну а тем временем мяч влетел очередной в ворота гандбольного клуба Ростов-Дон. 4-5. Это, собственно, 4-я встреча команд в этом сезоне. Ну, все просто. Арифметика абсолютно понятная. Сейчас две шестерки, и каждая команда с каждым в определенном этапе должна сыграть по 4 матча. И это, собственно, 4-й матч в 3 предыдущих. Неизменно победу праздновал гандбольный клуб Ростов-Дон, у которого пока что на предварительном этапе в пассиве только 3 поражения, 2 от Лады и одно то самое в матче с ЦСКА здесь, в Ростовском дворце спорта. Не выпадает сейчас Владлена Бобровникова в ворота. И сейчас... А здесь Виктория Калинина, и обратите внимание, где оказалась Диана Голуб. Она бросала. И тут ответ Ростов-Дона. Здесь все сделала Юлия Моногарова, да, обыграла. Сейчас, может быть, в повторе мы увидим. И уже не пожадничала, дала Кристине пас. Ну, такой стремительный пошел гандбол, мяч за мячом, и все так на быстром центре, на быстрых переходах разыгрывается. Тем интереснее нам будет наблюдать, да, команды не тянут долгие витиеватые позиционные атаки, бегут вперед быстро, и очевидно, что все соскучились по гандболу и давно не играли. У Кубани предыдущий матч состоялся чуть больше 3 недель назад, 22 февраля. Краснодарская команда обыграла на своей площадке Ижевский университет в 1/4 Кубка России по гандболу, собственно, после чего и пробилась в финал 4 и отправила на рассмотрение в ФГР заявку на проведение решающей стадии турнира у себя. Ростов-Дон не играл с того самого памятного нам замечательного последнего на какой-то период времени, будем надеяться, не очень длинный, Лига чемпионского матча с Брестом.
Благодаря которому мы обеспечили себе прямой выход в четвертьфинал, Но, к сожалению, но там да. не сыграем. И большой бонус, надо сказать, для Мерса или Боруссии, для той команды, которая пройдет дальше и, минуя четвертьфинал, напрямую окажется в финале 4 Лиги Чемпионов. Да, девочки, правда, как на мой взгляд, сыграли лучшую игру в сезоне. Была и все у них получалось в защите, и в нападении, да, и тем самым результат 11 мячей. 11 мячей, да, 18-29, по-моему, закончился этот матч, но плюс 11 точно. Но, знаете, у Бреста дома выиграть 11 мячей, это как бы не просто совсем. Тем временем, обратите внимание, на площадке появляется Милана Таженова. Вышла она, чтобы, собственно, усилить игру команды. Остается в центре, заменяет Ярославу Фролову. Да, 7 метров назначают. Да, но то, что Кристина Кожегар действительно не ситуативно, а на постоянной основе действует в линии, это, конечно, тоже такая вещь глазу абсолютно непривычная, и возникают какие-то двойственные ощущения, что что-то не так. Почему же так? Но таковы условия нашего современного гандбола, Но мира. я думаю, что да, я думаю, что А вот эта все-таки... замечательная Ксения Макеева, которая могла бы быть на этом месте, но у нее сейчас совсем другая, более важная и, наверное, приятная задача. Только-только вывела вперед Ростов-Дон Ярослава Фролова с 7 метров, как тут же Ростов-Дон получил свои ворота и успел убежать вперед. И что творит Моногарова? В своей любимой манере быстрого центра. Если мы заметим, что даже когда забивают гол, да, Виктория уже сразу отдает пас, а кому она отдает, там может также уже стоять Юлия Моногарова, хотя она и угол, либо сразу же тот, кто стоит в центре, обычно это линейный, да, принимает, разыгрывает мяч в центру. Сразу же мы ищем Юлию Моногарову, потому что, в принципе, она где-то уже должна быть ближе к воротам. На подходе к чужой площади ворот, да. Яна Савинова забрасывает свой второй мяч в этой встрече. Что хочу я вам сказать, друзья. Половина первого тайма позади. Счет 8-8. Мне кажется, крайне интересный матч мы наблюдаем. Соглашусь с тобой, Саш, да. Итак, на секунду, если вспомнить предыдущую встречу этих команд, кажется, мы вместе ее комментировали, если не ошибаюсь. Дело было давно. Предыдущая встреча домашняя была 26 октября. Ну да ладно, собственно, сейчас посмотрим за атакой. И статистические выкладки после этого продолжим. Забивает снова Моногарова. Собственно, четвертый матч. Первый матч был 29 августа. Самый первый старт чемпионата. В Кубани, в Краснодаре дело происходило. С Кубанью Ростов-Дон играл на выезде. И там команда из Ростова-на-Дону добилась победы со счетом 27-26. Ответный матч домашний был здесь, в Ростовском дворце спорта, 26 октября. И завершился победой со счетом 35-22 в пользу Ростов-Дона, разумеется. И замираю, чтобы посмотреть продолжение атаки. Собственно, да, небольшая пауза. Матч третий проходил в начале года, 11 января. Кубань вновь принимала Ростов-Дон, и та встреча завершилась победой ростовчанок со счетом 45-26. Вот такой отрыв, 19 мячей сегодня. Пока что ничего подобного мы не видим. Кубань бьется, навязывает борьбу и временами даже ведет в счете, но пока что Ростов-Дон впереди и укрепляет свое преимущество за счет еще одного гола Кристины Кожегар. Здорово, Яся увидела Ярослава Фролова. Посмотрите, увидела, что вышел второй защитник, и там стояла Кристина свободная, да, своевременно отдала пас туда. Ну, а Кристина не подвела, очень красиво забила таким не сильным броском, но очень точно. Яна сейчас будет бежать под фланг. Слушаем Никита Голуба, тайм-аут берет Кубань. Яна, быстрее рви когти домой. Останься сейчас шестой. Они уже несколько атак подряд все туда свалили, на тот фланг. Все валят слева направо, туда ждите, все, завершение. Быстрее туда, все, на тот фланг. Поехали.
Вот он, классный блок Виктории Шевченко. Ну а мы тем временем послушали Никиту Голуба. Он все подробно своим игрокам и зрителям тоже рассказал. Все сваливает Ростов-Дон на правый фланг. Ну, конечно, там же Юлия Моногарова. Да, но очень конструктивно, правда, провел он тайм-аут. Сказал девочкам, откуда ожидать, бояться, да, откуда могут бросить. И действительно, Юля на правах капитана. Мы видели, что она перед этим забила 2 подряд мяча. И сейчас Кристина Кашакарь тоже из той зоны атаковала. Так что тренер все увидел и донес до девочек. Посмотрим, как прикроют ли они ту зону или нет. Юлия Моногарова в числе 4 игроков гандбольного клуба Ростов-Дон ездила на сбор национальной команды в Кривогорск. Да, еще Виктория Калинина. Собственно, кроме Моногаровой в расположение сборной России отправлялись Анастасия Лагина, Кристина Кашакарь и Ярослава Фролова. Все, ну и Томаш Лавата, соответственно, который также в тренерском штабе сборной помогает Людмиле Бодниевой. Ох, какой ответный мяч. Паузу, да, Вика сейчас сделала. Не стала она убегать. А вот сейчас посмотрим. Раз. Ну, все гроссмейстерски, все очень прям так четко, На опыте. да? Видно, что девочки уже забегались, убегались, да. Если бы это был Сейчас. футбол, комментаторы сказали бы, убрал на замахе. Да, да. Все верно. Бросок Анны Сень не приводит к взятию ворот. И вот так встречает Юлия Моногарова, надеясь на фол в атаке, да, что покажут Виктория Шевченко. Но судьи так не посчитали. И Кубань продолжила атаковать. Да, быстро довели до угла. Ну, Яна Савинова, третий мяч ее, да, все верно. 3 из 4, 75% результативность бросков и счет 10-10. Никак не можем оторваться. Но только что было преимущество 2 мяча. Тут же Кубань его отыграла после тайм-аута, кстати сказать, который взял Никита Голуб. Очень своевременно для своей команды. С Кубани в сборную России не ездил никто. Значит, у команды Никиты Голуба было больше времени для того, чтобы в полном составе готовиться к этой встрече. Ростов-Дон, собственно, в нынешнем своем виде собрался только 8 марта. 8 марта была у девушек, несмотря на праздничный день, тренировка. Причем тренировка такая вечерняя, ну, во второй половине дня. И тогда команда и начала готовиться к встрече с Кубанью непосредственно. Под руководством Томаша Кловаты, который вместе со сборницами в положении национальной команды вернулся в Ростов-на-Дону. Да, к сожалению, красные дни календаря никак не влияют на график спортсменов. То есть там свои есть красные дни. А у некоторых у кого день рождения в мае еще и на день рождения выпадает часто гандбольные матчи. Так было, да, многократно. Да, вот сейчас мы видим Аню Вяхереву на трибуне, которая болеет за нашу команду. Аплодирует сейчас Ярославу Фроловой. Ярослав Фролова точно бросает 7 метров. Второй, кажется, 7-метровый для Ростов-Дона в этой встрече. И второй раз бросает Ярослава. Всего 3 мяча заброшенных у нее. 11-10. Ростов-Дон впереди, а 20 минут игрового времени уже, собственно, истекли. Остается еще 10 минут до перерыва. И здесь, смотрите, какая ситуация. Интересный момент. Хорошо, что это собственный Хорошо, что игрок, без травм, что это без травм, безусловно, и что это партнер по команде, потому что столкнулась Михайлюта с Екатериной Бобиной, а если бы это был игрок Ростов-Дона, то вратарь Кубани отправился бы досматривать матч со специального кресла, установленного для дисквалифицированных игроков. Здесь 2 минуты. 2 минуты для Анны Сень. Ну, я полагаю, что за разговор, наверное, все-таки Аня получает. Там он, наверное, шел Николай все-таки как-то поговорить с Анной, предупредить, но Анна не сдержалась. Знаем, что Анна не, как сказать, как Саша сказать? Знаешь, что Анна любит поговорить, Да. в том числе, да, и на комментаторской позиции у нее тоже неплохо получается. Не стесняется, да, и хорошо получается, да, действительно говорить. Но здесь она в эмоциях, возможно, что-то сказала в ответ, и
получила 2 минуты. 11-10 с пустыми воротами будет атаковать Ростов-Дон после удаления Анны Сень. Выходит 6-й полевой игрок. Собственно, Сейчас мы видим два правых угла на площадке. Это Юлия Моногарова и Екатерина Левша. да, но Юлия Моногарова как бы на правом полусреднем Да, располагается. Да, тут все как... Совершенно верно. Мы ее не раз уже видели на этой позиции. Может она там хорошо обыграть, да, сзади она не может бросить, но хорошую стяжечку сделать. вот может бросить Хотя и вот так, сейчас, да. видите. Может бросить и так. Мы видели на экранах лицо скрытое маской. Ну, я думаю, что все узнали Анну Вяхереву, да, собственно. Она тренируется, уже приступила к тренировкам, и в этом нет никакого секрета. Об этом впервые, кстати, на заседании исполкома ФГР от Льва Воронина прозвучала эта информация официально. Ну, а затем уже и пресс-служба гандбольного клуба Ростов-Дон, многочисленные видео. Так, а откуда Лев Воронин знает о том, что... Ну, наверное, это нужно у генерального директора Федерации гандбола России спросить, откуда он знает, откуда он знал тогда. В общем, тренировочный процесс Анны Вяхеревой регулярно появляется в соцсетях Ростов-Дона. Нужно смотреть, как Анна выполняет разные Ну упражнения. да, Анна все равно попадает да, в кадр, но, возможно, наша пресс-служба не так активно, да, это сейчас говорит об этом, потому что Аня, наверное, сама скажет, когда она готова выйти на площадку. Поэтому, наверное, сейчас и это никак не комментирует. Но все равно в кадре мы ее видим, да, на тренировках. Поэтому... Но я не знаю, как это, конечно, все зависит. Ох, какой бросок, и попадает в ворота Виктория Калинина. Эмоционально реагирует и жестикулирует. Тогда смотрите, оп, посмотрела, подумала, вроде и Бобровникова была рядом, руки подняла и решила не тянуть Виктория Калинина. Ну и говорили мы о том, что Ростов-Дону никак не удается оторваться, создать какой-то более-менее комфортный для себя задел в счете. Вот сейчас +3. И еще и сейф Виктории Калининой. Бросала сейчас Анастасия Шафман, которая раньше выступала как раз за Ростов-Дон, да, а потом уже уехала выступать за команду Кубань. Анастасия Шафман тоже, когда играла у нас, еще и в молодежной команде, тогда еще получила тяжелую травму, тоже крестообразной связки. Долго восстанавливалась. Также Саша Матич еще очень много с ней работал, наш физиотерапевт. Вот, потому что, в принципе, на тот момент девочка талантливая была, да, с хорошим броском. Но, как сейчас вижу, тоже там, с повязкой в ноге, что беспокоит ее колено. Евгений Васильевич Трефилов так громко кричит, что и даже нам на комментаторской слышно. Почетный президент гандбольного клуба «Кубань». Переживает за свой клуб, можно сказать. Свой, да. Родной. Ну а непосредственное руководство, да, осуществляет Никита Голуб, ну, Ростов-Дона, Дома Шаповатый, исполняющий обязанности главного тренера. Все за новостями наверняка следите, знаете, не нужно никому разъяснять. Но если кому-то и нужно, то напомню, да, Пер Йоханссон и Ростов-Дон расторгли контракт по обоюдному согласию. И теперь Пер Йоханссон больше не главный тренер Ростова. А сейчас мы видели, как здорово Аня Сень сыграла в линию, выловила мяч одной рукой и, как заправский линейный, бросила в падение. Мне кажется, Анна Сень, заправский линейный, это действительно уже выражение, между которыми можно ставить знак равенства. Понятно, что Анна и игрок задней линии очень мощный, да, но... И она любит, линейная очень здорово да, получается. все-таки она любит атаковать, тем более с ее темпераментом, ее характером. Она любит на себя брать игру. В линии это немножечко все-таки... Линия это зависимый игрок, да, и... Ну, сколько дали вы, да, Вот, мячей, столько Евгений я отыграл, да. Васильевич мне как-то на сборах говорил: Петрова, сколько ты забьешь в этой игре? Я там, 2, 3. Он говорит, а вот фиг тебе, вот сколько тебе дадут, столько ты и забьешь. Ну, то есть, действительно, нет, ну, понятно, что как ты себя предложишь еще, да, в игре, столько тебе и дадут. Но то, что игрок зависимый, линейный, от этого никуда не деться. Ну и вот где оказывается Моногарова, да, мы видим. Да, и
опять же, я говорю про работу Анны Сень. Так как я Да, не здорово, видела, она забрала на посмотрите, себя да, сейчас, как она Юскайте и поставила блок, Гафонова, да. заслон для Юлии Моногаровой. Юлия Моногарова только осталось обыграть под себя и забить гол. У нее хороший коридор был. Да, И то есть- создала это Да, Анна хотя, Сень. конечно, для мяч это Юлии Моногаровой, но какой вклад в то, что Юлия Моногарова сумела реализовать этот бросок, внесла Анна Сень, конечно, неоценимый. Я когда только начинала играть еще в Волгограде, и тогда Царство Небесное Ганеш, да, и тогда всегда говорил, что не самое главное забить, да, а сыграть очень нужно и полезно именно для команды. И когда такие вот именно ситуации, как сейчас с Анной Сень была, и он говорил: Петрова, это твой, ну, Каверина, тогда я была Каверина еще, Каверина, это твой гол. Ну, то есть, как бы, дав понять, что не обязательно именно забивать и радоваться этому, а радоваться еще. Ну, можем отдельно посчитать количество голов Анны Сень таковых, да, давайте начинать с этого. Отсчет, который сейчас Юлия Моногарова забросила, благодаря исполнительскому мастерству в линии Анны Сень. Здесь хорошо Влада накрутила, да, жестко Мария Гафонова против нее сыграла. И получила удаление, по-моему, первое удаление у Кубани сегодня в этой встрече. Не помню, присаживался ли кто-то из игроков в желто-зеленой форме до этого на скамейку штрафников. Кажется, что нет. Новое время сейчас для нашей атаки, так как было удаление. Алина Кузнецова побежала Где-то на свой традиционный левый край. В задней линии у Ростов-Дона Бобровникова, Моногарова и Фролова. Вот и Сень подоспевает в линию. Передачу. Да, так получилось, что Юлия Моногарова играла на Анну. да, но не точная передача. Мы видим, да, что не точная передача была, но она, у нее как львица упала, его выгрызла, так можно сказать. Ну и здесь стреляет Екатерина Левша, попадает во вратаря. Ирина Михайлюта здорово вышла из ворот и, собственно, грамотно сыграла. 2,5 минуты остается до конца первого тайма. А тем временем мы перестраиваемся на 5-1. Да, выскакивает вперед, смотрите, как далеко Полина Кузнецова. Да. Очень мне нравится, как Полина играет на этой позиции. Вообще, ну, редкость, когда передний игрок так активно играет и так умно, как вот Полина Кузнецова. И это помимо оборонительных функций, это же еще и возможность убежать в Конечно. отрыв. Быстроногая Кузнецова запросто может это сделать. Вот, например, используя вот такие ошибки при передачах, но сейчас не удалось Ростов-Дону воспользоваться. Руки арбитров подняты, скоро последует бросок и не дают подойти близко даже к 9 метрам, чтобы пальнуть издали игроки Ростов-Дона своим соперницам. Но и сейчас должны, наверное, отобрать уже мяч, потому что 9 метров и должен последовать бросок. Ну и кажется, сейчас Желенская будет заряжать поворотом, да. Да. Виктория Калинина приготовилась к броску своей тезки. И блок попадает. Блок Анны Сень, если я не ошибаюсь. Да, все верно, Аня. Полина Кузнецова и Трухина 2 минуты. 2 минуты, да. Ксения Трухина. На прямые руки она встречает Полину. Вот здесь мы видим. Не успевает ногами, да, а продолжает движение, толчок руками. Ну и минус 2 игрока у Кубани на 10 секунд. Потом, собственно, появится на площадке игрок после первого удаления. Здесь уже исправляется Екатерина Левша. Но сейчас, конечно, скажем о том, что у нее и угол был побольше, да, здесь она более уверенно себя чувствовала. Последняя минута первого тайма стартует прямо сейчас. 17-13. Ростов-Дон впереди. И убегает вперед Милана Таженова вместе с Юлией Моногаровой. Они так убегали втроем, да? Полина Кузнецова, Милана Таженова и Маня, Юлия Моногарова. И вот там перехват Миланы. И могла бы бежать сама еще на ведении, чуть-чуть пройти, да? Но сразу решила поделиться. Ну, да.
очень... Я думаю, каждый игрок бы выбрал именно такой вариант, потому что, во-первых, это время так быстрее убегать лучше. Ну а вот какая птица страшная, как говорили когда-то про футболиста Дениса Колодина. На самом деле это все про Анну Сень. Ну вот Ростов уже оторвался, да, как раз к концу первого тайма. И в последней атаке Ростов-Дон сумел отстоять свои ворота благодаря уверенным действиям Виктории Калининой. Ну вот так, 19-13. Было 8-8, было 10-10, было равенство. А в итоге к концу первого тайма Ростов-Дон ведет Рывок, да, плюс 6. сделал такой хороший. Ведет плюс 6 очень уверенно и, наверное, в хорошем настроении отправляются в раздевалку. Вот, собственно, игроки, которых мы, возможно, увидим во втором тайме. Да. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Возвращаемся в Ростовский дворец спорта. Позади первый тайм, позади почти уже полностью перерыв в матче между Ростов-Доном и Кубанью. Счет 19-13. Ростов-Дон впереди, но если вы не смотрели тайм первый, то, наверное, можете обмануться вот этим очевидным преимуществом Ростов-Дона. В 6 мячей, на самом деле, добиться его хозяйка площадки удалось только ближе к концовке тайма. А первая его половина, ну, даже, пожалуй, 2/3 прошло в такой равной борьбе, за которой наблюдала Майя Петрова, олимпийская чемпионка, замечательнейший игрок гандбольного клуба Ростов-Дон в недавнем прошлом. Каковы впечатления, помимо того, что Ростов-Дон плюс 6 ведет? Но видим, что сказался на этом перерыв, да, большой в игровом плане. Давно уже, да, девчонки не играли. Вот. Ну и Ростов-Дон тоже не играл давно, хотя, собственно, по понятным причинам, да, Ростов-Дон, некоторые игроки уезжали в расположение национальной команды, надеялись сыграть с Польшей, собственно, нам этого сделать не позволили, остальные тренировались дома. Да, поэтому было не свойственно, да, то, что Ростов дома в ничью играет с Кубанью на протяжении там больше, чем половина тайма, но, кстати, подвело Кубань, наверное, из-за того, что он как раз удалился. Помнишь, Саш, было два двухминутных удаления, да, где они оставались четвером, да. Ну и сейчас Кубань по-прежнему в меньшинстве. В концовке тайма Ксения Трухина получила 3 минуты за фол на Полине Кузнецовой. И Кубань начинает в атаке с 5 полевыми игроками. Да. Параллельно с этим матчем, кому интересно, коротко по цифрам пробежимся. Сегодня еще 2 встречи предварительного этапа чемпионата России. В группе А Астраханочка принимала ЦСКА на своей площадке и уступила со счетом 26-34. Ну а другая встреча проходила, ну и, собственно, и проходит сейчас еще в Тольятти. Там Лада принимает Звезду и счет 28-25. Удаляет Полину на 2 минуты. Недоумение Полины Кузнецова, но что делать, развел руками Томаш Лавата, исполняющий обязанности главного тренера гандбольного клуба Ростов-Дон. Кубань в полном составе, Ростов в меньшинстве. Передача на левый край, и здесь Бобина точно стреляет. Нет. Нет, это Яна. Да, это Яна Савинова, конечно. Да, много она сегодня Яна уже Савинова забила, да. Доводит до левого края Кубань. Уже 4-й раз, по-моему. Ну и Полина Кузнецова на скамейке штрафников. Ростов-Дон атакует 6 полевых игроков. Снимают вратаря. Обратили внимание, наверное, что второй тайм начинает в воротах Анастасия Лагина. Первая отыграла большую часть времени Виктория Калинина и показала 40% отраженных бросков, что, конечно, очень здорово для Ростова. Да, таких 40%. Бросает левша, так я замер немножко, чтобы посмотреть, чем закончится эпизод. Уже без всякого, наверное, удивления мы наблюдаем за Юлией Моногаровой на позиции правой полусредней. Да, и кажется, что вот она Моногарова на площадке, но почему-то не на краю, потому что там есть Екатерина Левша. Ну, здесь как раз они такую и сделали двухходовочку.
Маня обыграла и тем самым сделала такую дыру для Яны. Но там, если честно, защитники не разобрались. Не знаю, почему она. Ну и Яна Савина во второй мяч подряд забросила в ворота Ростов-Дона. 20-15. Да, быстрый центр разыграли. А здесь какой бросок. Ладно, Бобровникова. Да, Влада атакует с позиции второго. Это, кстати, в женском гандболе, знаете, не часто увидишь, когда с позиции второго атакуют. Да, хорошо у Влады получается. Вернулась Полина Кузнецова. Также она сейчас выдвигается вперед. Тем самым защиту мы видим 5-1. Кстати, она же, опять же, эта защита приносит свои плоды. Мне кажется, из-за этого в конце первого тайма мы увидели, наблюдали, за тем, как Ростов-Дон перестраивался на 5-1. Отрывался в счете. Здесь атакует Виктория Желенская-то. Забивает издали. Ну, давайте смотреть, как Виктория Желенская отправляет мяч в сетку ворот Ростов-Дона. И этот мяч стал для нее 80-м в чемпионате России на предварительном этапе. А впереди у нас еще стадия плей-офф. И все самое интересное, конечно же, этой весной увидим. Будем наблюдать за чемпионатом России и за тем, как будет дальше развиваться борьба за медали. В апреле уже, да, начинается стадия? Да, по три матча на предварительном Осталось, этапе. да. Еще два, собственно, в марте мы отыгрываем предварительный этап. И далее плей-офф и финал четырехлетки России тоже в половине апреля. Календарь еще не расписан, я думаю, да, но думаю, что уже в середине мая уже мы увидим финальные игры. Ну и календарь изначально верстается традиционно с поправкой на Еврокубки и на то, что российское гандбольное сообщество рассчитывало увидеть в финале четырех с большим ожиданием и желанием, наверное, даже два российских клуба, а в итоге не увидит ни одного в силу известных обстоятельств. Поэтому, да, наверное, будут корректировки, да, потому что сейчас уже нет, все сконцентрировано на чемпионате России. В атаке Кубань вот так вот сейчас пошла на перехват Кузнецова, и Таженова также пыталась. В итоге сыграла Юлия Моногарова и показала все спокойно. Здесь я свое дело знаю. Бросок в блок попадает Анна Сень. Не знаю, какое количество блоков уже совершила. И вот, пожалуйста, к заброшенному мячу приводит в том числе и этот блок. Да, вот здесь как раз и тактика сработала, да, что Полина играет, как ты, Саша, говорил, что приносит плоды некие, когда угловой игрок играет передним, и он ближе всех к воротам соперника. Ну, можем и, пожалуй, Ксению Трохину отметить, да? Вот, да. Давай проанализируем ее действия. Да ладно, заигранный эпизод, забросила хорошо, да. Просто Ростов-Дон в атаке, я думал, что, может быть, у нас будет повтор. Начальный, да, не видела начала атаки. Повтор, но там хорошо она приняла, развернулась и забросила. Вот еще один мяч в ворота Анастасии Лагиной влетает. Сбивает Ефимкина Анна, да. Таким веером атака Кубани развернулась предыдущая. Анна Сень покидает площадку, и Александр Мадич ну да, оказывает ей помощь. Если да, вышел уже врач на площадку, как мы знаем, должен покинуть площадку, как минимум на 3 минуты. Я думаю, сбило дыхание. Как мы сейчас видели на повторе, Аня развернулась, но, возможно, как раз и упала так неудачно, что сбило дыхание. Да, Титер нам подсказывает, что игрок пропустит 3 атаки, потому что медицинская помощь понадобилась для отнесения. Отправилась она на скамейку. Теперь, собственно, без нее какое-то время придется атаковать. И, смотрите, тут же появляется Кристина Газакарь в линии вновь, как и в первом тайме.
Ну и даже в начале встречи, не то чтобы в первом тайме, вообще с такой конфигурацией в атаке Ростов-Дон и начинал этот матч. Кристина Кажакарь была на позиции линейной, а сейчас страсти кипят у Да, площади ворот Кубани. да, Кубань возмущается, но здесь действительно игрок, мы видим, что Яна Савина Яна Савина, да, стояла. поступила прилично, Да. вот, даже тут уже и двумя ногами. Ярослава Фролова точно стреляет под штангу. Да, сейчас мы видим Ксюшу Магееву. Может быть, кто-то ее не узнал, под маской спряталась. Ксюша, да, пришла поболеть за команду. Недавно ее встретила в Островском парке. Замечательно она себя чувствует, все хорошо. Как всегда, улыбается, лучезарная наша Ксюша, золотой человек. Даже несмотря на то, что в маске. Очевидно, даже по глазам видно, что Ксения Макеева улыбается, и даже под маской видно эту замечательную, как правильно заметила Майя Петрова, лучезарную улыбку. Сорвали атаку сейчас команда Кубань. Да, ну, Нашу там, атаку, да. Ну, здесь как бы так жестко сыграла чтобы Виктория, Младоженова уж точно никуда не попыталась побежать, и передачу никакую не вздумала делать. Виктория Шевинская это так ее встретила. Благополучно они вернулись в защиту уже, встали. И теперь вот ни о какой контратаке речи не идет. Юлия Моногарова, Ярослава Фролова, Владимира Бобровникова. Задняя линия Ростов-Дона. Кристина Кажакарь уходит на край сейчас. Полина Кузнецова смещается, ну, по сути, на позицию линейной, да? Да, да. Сейчас сыграли комбинацию, что угол вошел, то есть Полина Кузнецова. Ну, а Кристина просто, чтобы расширить нашу атаку, сместилась на угол. Да, но угол-то входит, чтобы создать большее напряжение в линии, чтобы там два игрока образовалось. Здесь, получается, Кристина Кажакарь еще и на такое свое привычное место вернулась. Да, по сути, да. Ну, просто она расценила, да, ситуацию, что уже эпизод ушел, потерян, и можно снова встать в обычную классическую расстановку. Готовится бросок, и бросок попадает. Застрял прям в блоке, да. А вот здесь какой сейв, смотрите, да, в исполнении Вероника Щипкова парировала бросок, и Евгений Васильевич Трефилов так, подстегивая пальцами. По-отечески суров наблюдает за игрой. И, как мы слышали уже в первом тайме, даже что-то подсказывает с трибуны. Да, сверху его. громогласно подсказывает, так мне кажется, что на скамейке его подало слышно, даже несмотря на весь шум, который в зале царит, и ту атмосферу, которую создают здесь болельщики. Да, и тут блок. Разбежалась хорошо Владимира Бобровникова, приняла мяч, бросила, но в блоке он застрял. А здесь ответ Кубани. Сейчас много, мне кажется, как мне кажется, много понабегали девочки, да, мы видели то контратаку в одну, Да, в одну, в другую сторону да. так качается игра. Анна Ефимкина второй мяч свой в этой встрече забрасывает. Екатерина Зеленкова появляется на площадке. Юлия Моногарова отходит, собственно, на традиционную свою позицию в углу. И в линию возвращается Анна Сень после того. Да, Анна Сень в линии. Ну а для Зеленковой это, по сути, начало встречи. На своей традиционной, привычной позиции она действует. И бросок Не удается, снова да, парирует по линии Вероника переиграть. Шкула. Зеленская-то. Здесь хорошие были показы, да, такие от Дроздовой. В итоге налево она сыграла. Показывает она комбинацию, которую сейчас разыграет Кубань. Начинает движение правый угол. И Виктория Калинина хорошо сбрасывает, но Трухина, она заступает сейчас, Ксения, пробежалась по линии, поэтому
отобрали мяч. Заступает и бросила мимо. Да, у Ростов-Дона все получилось здорово в этой ответной атаке. И снова плюс 5. Ну, здесь я могу сказать, да, про Ксюшу Батмусов-Гарисаш. Действительно, она, наверное, один из сегодня ярких игроков, да, проводит яркую игру. Вот, видно, как она ждет мяч. И тем самым корпусом уже отслонила Аню. И одной рукой, принимая мяч, разворачивается. Нанулась, бросила, все очень классно. Все правильно, да. Классно сделала. Екатерина Селенкова будет ну, пока не бросает, но очевидно, что прям совсем заряжена на бросок Екатерина, но это ее свойство. Назовем Да. это так. Это ее конек, да. Она всегда нацелена на ворота. Возможно, в каких-то моментах чересчур. Вот Екатерине нужно вот такой вот опыт приобрести, когда нужно бросать, да, а когда нужно отдать пас. Вот. Да, Но я думаю, больше она- поработать на команду. Да, но я думаю, что это придет в любом случае. Катя молодой игрок с очень хорошим броском. Вот. Здесь вот немножко отточить свое мастерство в плане командной работы, и все будет хорошо. Ну, пока мы Основа- обсуждали, да, Екатерина Селенкова, Ксения Трухина продолжает делать свое дело. Да, Виктория Железкая ассистирует ей. Она очень здорово играет, ну, видит линию. Мы уже это сейчас видели в предыдущем моменте, да, когда Ксюша Трухина пробежала по линии. Вот, и всегда ищет линейного, чтобы дать ей пас. Владлена Бобровникова Встает. прорывается так Да, секретно. как раз по своему второй позиции, да, вот не лезет в центр. Она именно по своей позиции забивает мячи уже. А вот так вот, да. И еще вдогонку Бросает 2 Милана минуты, Таженова. верно, да. Ну давайте смотреть. Вот перехват Бобровниковой, пас в центр. Убегает Таженова и... Вот такой. Мне кажется, круче могло быть, только если бы она левой рукой из-за спины забросила, да? Ну так. Ну, понятно, что все мы понимаем, да, что этот гол так бросок на удачу, да, но Милана использовала кисть только здесь уже одну, потому что она ничего уже не могла использовать. Да, на самом деле, да, бросила как смогла. Да, как смогла, но это действительно красиво, да, и плюс еще с 2 минутами вдогонку для игрока Кубани. Ну и что интересно, Никита Голуб не снимает вратаря в момент атак. В большинстве мы уже наблюдали за атаками Кубани пятером. И остаются в своих местах либо Вероника Чикола, либо Ирина Михайлюта. Вратарь всегда на месте. Здесь, кстати, тоже может быть шаг. Все хорошо сделали девчонки. Вовремя Милана отдала пас. Вот. Пятером атакует Кубань. Да, и Сагнова там лезет в борьбу. наши довольно-таки высоко выходят, потому что линейного нету и нет смысла стоять на 6 метрах. Ну да, кого там держать? Да. Очередной отрыв от нашей команды. И вот Милана Таженова, и не А. переигрывает она вратаря в штангу. Еще к тому же, да, по-моему, там после касания вратаря мяч попадает. Да, с нашего ракурса так и показалось. Но как бы там ни было, мяч не оказался за линией ворот. И Но мяч у нас атаку реализовать, конвертировать заброшенный мяч не удалось. Но здорово. зато вот она. Красота и стабильность в исполнении Полины Кузнецовой. Очень хорошая у Полины пауза. Всегда смотрит, всегда видит вратаря. Она. Возвращается к гандикапу в 6 мячей Ростов-Дон. Собственно, с такой же разницей хозяйки площадки закончили тайм первый.
Ну и Кубань бьется как может. Кубань, да, причем при том, что Ростов-Дон отрывается на эти 5-6 мячей, но и Кубань навязывает борьбу. Вот Ржаева появляется на площадке, и ее бросает в борьбу Никита Голуб. А вот какой бросок, да? Да, Затища просто. Вика может, конечно, да. Не так часто, скажем, но вот, наверное, ну, красиво, да? Да, очень классно, очень Нечего красиво, добавить, да. И ну, что тут говорить, наверняка в подборку лучших моментов этого матча этот бросок попадет. В полных составах команды 6 на 6 полевые игроки бьются. Кафонова широко расставляет руки. Карточка тайм-аута мелькает в руках у Никиты Голуба. Возможно, возьмет он еще одну паузу. Один тайм-аут был в первом тайме. И тогда Кубань проигрывала со счетом 10-8. И после тайм-аута сумели сравнять счет. Хороший отрезок провели. Да, Влада продолжает, так скажем, таранить зону по второму, и у нее это здорово получается, много она мячей, и вот сейчас заставляет фалить на себе, тем самым зарабатывает для нашей команды сильный. Продолжает штамповать мячи с 7 метров. Да. Ой, как красиво. Шатила просто на площадку Михайлюну. Когда он начнет движение, тогда уже во взаимодействии с ним делаешь рывки. Смотри, когда слева вот отсюда начинается движение, там люди выходят слева, Никита Голуб провел очередной тайм-аут. Напомнил, что в тренерском штабе мы рассуждали об этом, да, как там роли распределяются. Никита Голуб, Евгений Кашкаров, Павел Сукасян. Ну, понятно, отвечает за работу с вратарями. Но мне нравится, как проводит тренер Краснодара Никита Голуб тайм-ауты. Он говорит по делу, ну, то есть, как бы, бывает, что тренер, ну, как скажем, хочет привести в чувство, да, взбодрить, да, и здесь только эмоции такие, да, которые мы там, что вы делаете, ну, что-то вот такое абстрактное, общее, вот, которое, к сожалению, ну, наверное, только дух перевести, да, а такой прям информации... Ну и заряд какой-то, может быть, спортивной злости от тренера. Да. А здесь именно идет конкретно какие-то вещи, говорит тренер. Очень подробно, очень аналитично, очень четко раскладывая, что же нужно делать и каковы проблемы у команды, да, которые главный тренер видит со стороны. Зеленская с мячом, и это всегда опасно, как мы помним. Ну, 2 минуты. 2 минуты Кашакари, и Кристина в недоумении. Что за футболку вроде бы она кого-то потянула, судя по тому, что арбитр показал. Солидарность Кристины. Не увидела я сейчас, что... Арбитры увидели. Мы не увидели, болельщики не увидели, На арбитры то они и увидели. судьи, да. Они должны видеть все. 2 в линии играет Краснодар сейчас. Ой, как здорово перехватывает, ну почти перехватывает Юлия Моногарова. 2 в линию и имеет численное преимущество над игроками Ростов-Дона. 2 минуты сейчас Юля. Еще 2 минуты, то есть минус 2 у Ростова. Здесь действительно, вот мы сейчас видим, Юля боролась, но уже была сзади Яны Савиновой, поэтому... Ну что, был отрезок, когда Кубань играла игрок, но там гораздо меньше времени оставалось. Как Вика сейчас не увидела, что перед ней вообще никого нету. Легко рассуждать, сидя на трибуне. А когда ты в игре... Интересно посмотреть, как счет изменится за этот отрезок временной. 29-22 было, когда, то есть плюс 7, когда Ростов. Сейчас уже 1 гол, да, приносит. Сейчас у нас 5 на площадке, но без вратаря.
Да, не часто такое увидишь. 5 полевых атакуют, и кажется, что, может быть, команда играет без одного полевого, а это, на самом деле, сразу двоих не хватает, и ворота при этом еще и пусты. Анна Сень, Екатерина Левша и Ярослава Фролова, Владимир Бобровникова, Анна Сень, задняя линия Ростов-Дон, и побежала Анна Сень, да, меняться с Анастасией Лагиной. Лагина в ворота возвращается, это все остается пока что за кадром, а здесь передача. И надеялась, Влада рассчитывала, что Екатерина Левша пойдет на этот мяч, и Екатерина Левша уже ногами в другую сторону работала. А здесь перекладина за Ростов-Дон, и... Да, на линию заступает сейчас уже на подборе. Ксения, нет, Яна Савинова как раз да, заступила. Вот здесь вот. Она, да, прям в зоне была. А здесь нам перекладина помогает. С касанием без... Мне показалось, что без. Но это не так важно. Важнее то, что одно, собственно, удаление завершилось у Ростов-Дона и появляется на площадке Екатерина Зеленкова. И еще 10 секунд Ростов-Дон будет играть с пустыми воротами, а потом, ох, как здорово. И плюс мы еще, ну, так скажем, в меньшинстве, да, забиваем гол. Ну. И что еще важно, этот мяч заброшенный показывает нам, что сам на Сень все в порядке. Был же неприятный эпизод, когда ей потребовалась медицинская помощь, когда Александр Матич там помогал Анне прийти в себя. Да, но она снова в игре и забивает мячи. Все хорошо. Ну и вот в полном составе Ростов-Дон, соответственно, промежуток в 2 минуты почти что с двумя отсутствующими игроками. Команды сыграли на равных. Один мяч забросил Ростов-Дон, один мяч сумела за это время забросить Кубань. Здорово действует вратарь в очередной раз, а здесь подбирает мяч Анастасия Лагина и успокаивает всех Ярослава Фролова и Томаш тоже. Да. Потому что много, вот я повторюсь, много беготни мы вот это ненужное увидели сегодня. То есть вот когда потери за потерей, а когда ты начинаешь много бегать, и от этого потерь меньше не становится. Ну да, и осмысленности эта беготня не всегда, скорее не добавляет. Фролова, Зеленкова, Бобровникова, как они отыграли сейчас друг с другом. Они также в первом тайме, я видела, Влада играла с Маней вот эту горячую картошку, так скажем, да. Вот. И здесь вот как раз прошло. Неожиданно. Да, очередные 7 метров. Ярослава Фролова подходит к точке. Бросает сегодня она стабильно. Екатерина Бобина 2 минуты. Вероника Чипула против нее, и в штангу попадает Фролова, и первая на подборе, да. Все-таки заброшенным мячом завершается этот эпизод. Семь мячей уже у Ярославы Фроловой в этой встрече, много наколосила. Ногу, да, попал, кажется, мяч Милане Тажиновой. И так, улыбаясь, немножко курсовый язык, Милана Тажинова реагирует на этот эпизод. Продолжается атака позиционная Кубани, и Савинова, вот где оказывается и штанга. Здорово сейчас сыграла, да. Она и поставила заслон, и получила мяч, и дальше продолжила. Рзаева бросалась. Да, попала в штангу. Как широко Ростов-Дон в задней линии расставляется. Да, смотри, там сейчас уже чуть-чуть ближе и уже, а так прям на всю площадку ширину располагались игроки. Чтобы растянуть зону, тем самым мы видим, что сейчас 5 игроков, и все это вот приносит плоды, да. То есть как раз из-за этой широкой атаки Кристины очень комфортно было бросать с угла, у нее было очень много места. Кристина Кожакарь 3 из 3 в этой встрече, и удаление у нее было, и, по-моему, и карточка желтая, если не ошибаюсь, в начале встречи, и 3 заброшенных мяча. В общем, весь объем статистики заполняет игровой Кристина.
Ну и игрового времени, кстати, да, на площадке тоже много проводит. Интересно будет общие минуты потом посмотреть. Неточный пас. Да, длительный отрезок без заброшенных мячей. Мы наблюдаем в исполнении Кубани 5 минут. И вот этот 23-й мяч как раз был заброшен, когда Ростов-Дон играл без двух полевых игроков. Яна Савинова подходит к 7-метровой отметке. И Галина Габисова, вашему вниманию, появляется на площадке впервые в этой встрече. И не удается Гале спасти свою команду. Ну и побежала меняться обратно Галя. Возвращается в ворота Анастасия Лагина. Мы тем временем видим, что произошли у нас замены, и в центре вышла Решетникова Алина. Впервые она появляется, впервые вообще это ее игра за команду Ростов-Дон. Алина Решетникова будет действовать в розыгрыше. Ярослава Фролова остается на площадке, видимо, там на... Сейчас они поменялись, да, ну, в задней линии да, она... скорее всего, да, Решетникова будет в розыгрыше. Фролова на левом полусреднем вместо Бобровниковой. Там, как интересный мяч после броска Екатерины Зеленковой. В один фут попал, там еще застрял где-то. Анна Сеть была тоже задействована. Вот Трухина получает и, ну да, зарабатывает 7 метров. Защита в зоне, да. Ну вот тоже Кристина Кожакарь обменялась мнениями с судьей. Да, она все-таки рассчитывала на то, что будет фол в атаке, да? Ну, здесь же как бы такое... Все быстро же происходит, да, и когда вот эти вот 2-3 сантиметра, которые ты же не видишь, ты не можешь оценить. Ну, ты пытаешься сделать хотя бы фол в атаке, а вдруг бы она была бы на 5 сантиметров. Ну да, да. 32-25 тем временем счет и 3,5 минуты остается до конца матча. Алина Решетникова в розыгрыше у Ростов-Дона. Передача на Зеленкову. Здесь Фролова пошла в обыгрыш и сама все сделала. Сама, да, сделала. Хорошо. Напомню, что в отсутствие легионеров, которые, ну, скажем так, не доехали до Ростова-на-Дону после выступления за национальные сборные, нет никаких официальных сообщений о дальнейшей судьбе и выступлении Грозади, Анны Лагерквист за Ростов-Дон. Место в заявке на матч получили Алина Решетникова, которая сейчас, собственно, на площадке, ну, а также Мелания Бичугина и Евгения Бугаева, которые пока свои игровые минуты не получали, но, может быть, вот еще что-то и успеют. Бичугина как раз да. вот выходит, да, на площадку. В линии играет. Да, Мелания Бичугина, и там Гафонова с ней, Шинскайте. Зеленкова идет в обыгрыш, стягивает на себя Шинскайте и Гафонову. Поспешила сейчас. И быстрый переход Кубани. И что происходит? В штангу мяч попадает, да? Так быстро выскочил из ворот мяч. Может быть, и во внутреннюю стойку, но нет. Каркас ворот. Сейчас посмотрим на повторе. Каркас ворот попадает мяч. Вот мы как раз и видим, что и Пуляева Евгения на полусреднем. Саша заняла место на левом полусреднем. Саша Смирнова, я имею в виду. Да, Александра Смирнова впервые, собственно, получает игровое время в этом матче на площадке. И... В общем, дали всем поиграть, да? И Галя выходила. Галя выходила с ответственной миссией на 7 метров.
И сейчас мы видим молодых девчонок, которые только... Ну и давай, Алина, еще бы забросить. Очень хочется, да, увидеть сейчас гол от Конечно, наших ну да, либо девчонок. от Пичугина, либо от Решетниковой. Ну, собственно, Гуляева тоже могла бы отметиться. Ну, а отметилась в очередной раз Яна Савинова. Да. Ну, у нас как раз есть еще время на полноценную атаку. Я думаю, что как раз... И тайм-аут Томаш, берет да. Томаш Лаваты. Давайте попробуем подслушать, что же там Томаш задумал на последнюю атаку. Ti pomenjajš sa na levo položaj. Oddáš pas, ty ideš v centru. Oddáš pas, ideš v centru. Ty nabegaješ v centru. Zmienu, nabegaješ v centru. Ona vidie, когда не видит, сыграешь или сама, или отдашь пас. Ты широко будешь сестать, окей? Когда видишь, сразу вернешь пас. Через ты сыграешь один-один. Окей? Конкурс. Давай. Все рассказал Томаш Лаваты Решетниковой, Зеленковой. Ну, честно, я не разобрала. Я просто услышала, что Зеленкова стала стать шире, да. Ну, сейчас увидим. Как это будет выглядеть, да? Что Да. это будет за комбинация, там пока не знаем. Примечательно, В что любом первый и единственный тайм-аут в этой встрече Томаш Лаваты взял на последней минуте матча. И вот она нога, и Ой, Пуляева сыграла на хорошо. Пичугину. Хорошо, Пичугина еще и 2 минуты заработала. В объятиях Виктории Железкайте оказалась Мелания Пичугина. А Алина Решетникова стреляет точно. До этого все броски исполняла, Поздравляем, Алина. да, все броски исполняла Ярослава Фролова. И вот дали Алине Решетниковой отличиться. Ну и Ксения Трохина тоже, собственно, забрасывает. И не с той позиции, на которой мы ее привыкли наблюдать. Здорово, что у Ростов-Дона есть хорошая, бодрая такая, ну, собственно, оптимистично настроенная подрастающая молодежь. И забрасывает Алина Решетникова. Последний гол вице-чемпиона России в этой встрече. Ростов-Дон побеждает с разницей в 7 мячей. Суммарно, значит, переигрывает Кубань и в первом тайме, и во втором, только с разницей плюс 6 и плюс 1, соответственно. Ну и, не знаю, было ли волнительно сегодня за исход встречи в какой-то момент, хотя бы по ходу первого тайма, или было понятно, что Ростов-Дон свое дело все равно сделает, и не стоит болельщикам, которые сегодня пришли в этот вид спорта, очень уж напрягаться. Нет, ну это спорт, и всегда, да, мы не знаем, мы для этого и приходим, болельщики правильно приходят и насладиться игрой. Но, как мне кажется, это неинтересно, да, всегда приходить и говорить о том, что да нет, мы знаем, что наши выиграют. Хорошо, что мы увидели какую-то интригу в начале игры, в середине первого тайма, да, мы еще наблюдалось это. Ну а потом уже наши девчонки на опыте, да, принесли победу вот с этим счетом 34-27.